Привет. Добро пожаловать в ВХС. Что вы желаете? Где у вас тут боевики? Где боевики? Может быть, Индиана Джонса? Нет. А может быть, Звездные войны? Скрытую угрозу? Уже 4-й фильм вышел. Это первый. Я хочу крепкий орешек. А я хочу резкий кабриолет и дом с бассейном. Но пока, как видишь, катаюсь только на этом стуле. Вам какую часть? Ну что, как насчет Терминатора? Может, выберем уже что-нибудь новое? У меня от его акцента голова болит. Да как ты смеешь? Я думал, тебе нравится. Я что, зря везде так хожу? Эй, голубки, может, смогу вам помочь? Ладно, решайте сами. А как же в поисках Спока? А это Статрек. Совсем другая вселенная. А их еще много? Ну, последний раз я считал штук 20. Да не может быть. Давай все. В общем, берите Статрек, не ошибетесь. Но... Приятного вам просмотра. Будем рады видеть вас снова. Купер! Засранец я! Я думал, я больше никогда тебя не увижу. Давно не виделись, Джейден. Какими судьбами? Да вот, решил проведать старого друга. Черт, ну. Вот, как видишь, работаю здесь. Уже несколько месяцев и... Слушай, а что я тут говорю? Проходи, я все тебе покажу. Не откажусь. Давай. Чувствуй себя как дома. Да, Джейден, неплохо ты здесь устроился. Уже полгода как. Присаживайся. И после всего того, что он тебе сделал, ты ставишь его фотографию к себе на стол? Ну, когда-то Филадельф был хорошим человеком. Ну что, сфоткал? Хорошо. Джей, можно сфоткаться с тобой? Да, конечно. Купер, иди сюда, сфоткай нас. Джейден, может тебя на пару слов? Да, конечно. Давай сюда. Ну что, выпускник, поздравляю. Спасибо, дружище. Конечно, знаешь, если бы меня тогда еще не отчислили, сейчас бы я выпускался тоже. Да. Жаль, что ты спутал те кассеты с фильмами. Преподу даже понравилось. Да. А так, почему я тебя позвал? Почти забыл. Помнишь паренька такого? Альберт звали. Кольтон. А, да, точно. И в общем, он поднялся, продюсирует большие фильмы. Рад за Продюсером него. стал, да. Да, и что? Ну, я недавно с ним встретился. И он мне по старой дружбе предложил написать ему сценарий. Вау. Так, а отсюда поподробнее. Да. И я подумал, что если совместить мои связи и твой талант? Так.
Вот, смотри. Я уже написал несколько своих идей. Так, Мне кажется, из нас выйдет отличная команда. так. Интересно. Так, что тут? Так, шпионы. Да-да, неплохо, да. Я бы немного приукрасил, но в целом отлично. Да, с этим можно работать. Класс. Ну что, Отлично. как раньше? Давай. Да помогут нам сценарные боги в написании величайшего сценария. Я не опоздал? Скажем так, ты почти успел. Что придумал? Ну вот смотри, я вот думаю насчет надобности вот этого персонажа, да? А вот что ты думаешь И о... церкви. Что Щас думаешь? найду. Вот здесь. Мгм. Мне кажется, что этот момент тоже не нужен. А, ну, Или ну мне может, его нравится, он мне приукрасить, нравится, да-да, тогда его будет- можно ставить. Да-да, хорошо. Так, записывай. Проплыв всю реку. Все, да, написал? Да. Счет, пожалуйста. Купер? Ну что, готов? К чему? Ну как? Алекс позвал на свой день рождения. А, Алекс, я похоже не смогу. Я совсем не укладываюсь по времени, тут я немного занят. Ну ладно, тогда я пойду один. Хорошо. Пока. Купер! Если я успею дописать, то я обязательно приду. Удачи. Эй, придержи дверь! Тоже к Алексу? Да, вот позвали. Филадельф? Привет, Купер. Я думал, ты помогаешь Джейдену. Почему ты не с ним? А, он такой энтузиаст. Сам сегодня писать выдался. Странно, это не похоже на него. Ну, это кому как видно. С днем рождения, Алекс. Сидись. Вот говорил же тебе, идти на механика, как я. Не работал бы сейчас, как раб проклятый. Да не. Машина это не мое. У сценария это кайф. Занимаюсь тем, что хочу. Да, и выглядишь как мумия, точь в точь. Да не. Это того стоит, поверь. Ну, все же спасибо, что вывел меня на свежий воздух. Да. Филадельфия, мне кажется, уже с этим перебор. Вот опять ты о Филадельфии. Я же говорил, мы так договорились. Наверное. О, легок на помине. Что? А. Прости, я быстро. Да-да. Фил, Джейден. привет. Привет. Сценарий не успел, что ли, дописать? Мне сейчас не до шуток. Квартиры у меня больше нет. Выгнали из-за неуплаты. Что делать будешь? Я не знаю. Просить некого. Идти некуда. Ну... Есть вариант.
Пока немного, но все же. На данный момент это все, чем я могу помочь. Устраивайся, чувствуй себя как дома. Спасибо. Она наглая. Стоит, смотрит на меня и говорит: своди меня в Де Париж. А деньги откуда? И что, она извинилась? А что еще было делать? О! Супер-купер! Личной персоной. Здорово. Купер. Купер, А, иди сюда. Ты же механик. сейчас посмотрим, что здесь под капотом. Блин, опять кончилось. Смотри. Не, здесь все по-другому. Тут я Жаль. бессилен. Ну что, давайте доиграем. Конечно, давай поиграем. Опять проиграешь, да, Куперок? Не будь так уверен в этом, Фил. Если ты не будешь показывать свои фокусы, возможно, и Фокус. получится честная игра. Фокус. Я не понял. А то, что я отказываюсь играть с таким шулером, как ты. Эй, полегче. Вы чё? Курица. Играть научись. Отказывается он еще тут. Что, не берет? Или не берет, или закончить деньги на телефоне. А деньги-то проблема. Да. Альберт пришел. Наконец-то. Я пойду встречу. Да. Дурацкая дверь. Привет. Здравствуй. Почему так долго? Все время приходится ждать. Да мы писали. Куда мне? Куртку свою Давай я повесить? повешу. Я оба здесь оставлю, ага. Стреляй, да. Давайте. Да, вот, проходи. Показывайте. Джейден? Привет. Привет, давно не виделись. Ну да. Ну, показывайте. Что у вас? Конечно, конечно. Присаживайся. Да-да-да, присяду. Вот, садитесь, конечно. Хорошо. Давай. Откуда мне читать? Это и есть, да? Вот, тут уже, ну, лучшая часть. О, лучшая часть. Итак, ну давайте. Бегло посмотрим, что у вас тут. Ну... Так-то, по первому взгляду, глупо, конечно. В принципе, сойдет. Только вот, знаете, правки. Нужно очень много правок. Диалоги, особенно диалоги. У вас это копия или оригинал? Оригинал. Можете копию сделать? Да, конечно. Я возьму Хорошо. ее, отредактирую, поправлю, почитаю, ознакомлюсь получше. И вам пришлю. Хорошо, да. Ладно. Если позволите, мне нужно идти. Да, Не вы конечно. одни у меня. Я провожу. Спасибо. Давайте. Давайте. Ну вот. Ваш курка? Шкурка. Шкурка. У вас ложка. А, конь? Забавно. Старенькая. Помню, тоже в детстве такая была. Не люблю коней. Но бабка у меня с ума сходила по ним. Она таких ложек штук 10 покупала на каждом рынке. Все коллекционировала, доколлекционировала. Пока дед не выбросил. Ну все, давайте. До свидания, Удачи да, вам, давайте. Творческих успехов. Еще увидимся. Да, конечно. Больше сюда не захожу.
Забыл кое-что спросить. Да-да. Извините. Что, ждешь? О чем мы говорили? Да я так спросил у него. Ценя. Ну там. Уточнил. А, окей. Хорошо, и что он сказал? Цены хватит. Деньги большие. О, класс. Да. Заживем. Не могу поверить, что мы наконец закончили. Наконец-то. Надо выпить. Угу. Скоро там. Сейчас наливаю. Вот и вино. За наш совместный труд. Стоп, подожди. Отрезаю голову, спрошу. Может, подпишем документы о совместной работе? Ну, чтобы... Если надо, давай. Где подписывать? Тут? Так. Давай. Конечно. Ну, отлично, да. Все? Давай. Хорошо, давай. Какое крепкое вино. Ты садись. Прости. Контракты. Кому они нужны? Вот. Фил, просыпайся! Мы опоздали. Он, наверное, уже ушел. Альберт! Альберт! Стой! Альберт! Ты получил сценарий? Сценарий, да, слушай. Молодцы. Филадельф постарался на славу. Хороший текст получился. Мне нравится. Да, и я тоже потрудился на славу. Ты? Да. Ты написал? Ну да. Слушай, ну, я бы не сказал, что ты такой уж молодец. Не потрудился. Я не понял. Понимаешь, писал не ты, а твоя рука. А уж неважно. Ну, понимаешь, рука маэстры — это вторая вещь. А вот мысли в его голове — это совсем другое. И как раз таки мысли можно проявить в голову любого человека. Я написал весь сценарий. Весь я написал. Это мой сценарий. Деньги чьи? Мои. Фильм чей? Мой. Сценарий чей? Мой. Я это так просто не оставлю.
Я вернусь, понял? Слушай, Щеголь, ты мне еще будешь угрожать? Это мой сценарий, понял? Если так, то жди вечера моих друзей. Они тебя растолкуют. Я так просто это не Ну оставлю. давай посмотрим, писака. Я вернусь. Понял. О, писака. Ты меня еще увидишь. Джейден, я знаю, что случилось. Я слышал разговор Филадельфа и Альберта. Слушай меня. Сейчас быстро беги домой, возьми все самое нужное, надень невзрачную одежду и беги на остановку. Он ушел! Джейден! Черт, мы опоздали, они уже здесь. Слушай, сейчас действуем по-другому. Помнишь, где моя дача? Да, представляю. Беги через лес, вдоль линии электропередач. Дальше дойдешь до деревни. Дальше ты знаешь, что делать. Держи ключи. Я понял. Погоди, я нашел кое-что. Пообещай, если для меня все сложится плачевно, сохрани это и используй как надо. Я понял. Спасибо еще раз. Удачи!
Привет, дружище. Как ты? Надеюсь, что все хорошо. Жаль, что после того инцидента в ресторане так и не удалось нормально поговорить. После того, как ты сбежал, они заявились ко мне. Пришлось, конечно, не сладко, но в конце концов они отвязались. К счастью, они так и не узнали, где ты. Не выдалось пару раз увидеть Филадельфа. Конечно, в лимузине. Альберт ему все устроил. Нечестно, что теперь он живет за деньги по праву, заработанные тобой. Надеюсь, тебе тут нравится. Помню, как с семьей каждое лето тут отдыхал, купался. У отца была старая лодка. Мы на ней всю реку проплыли вдоль и поперек. И друзья были. Яблоки с ними у соседей воровали. От собак бегали. Хорошие времена. Но я понимаю, что тебе здесь делать нечего. Ни людей, ни лодок, ни собак, да, наверное, уж и еды. Слушай, на втором этаже за камином старая шкатулка. Я берег эти деньги на черный день. Возьми их и уезжай. Как можно дальше. Может, тебе там повезет больше? Если нам улыбнется удача, может быть, еще встретимся. А пока, с лучшими пожеланиями, твой старый верный друг, Купер. Ну, на последующие 2 месяца я искал работу. Как видишь, обжился. Ну да. Главное, что все позади, но жаль, что закончилось так несправедливо. Новости дня. Сегодня состоится премьера первого фильма молодого режиссера Филадельфа Томпсона в сотрудничестве с немалоизвестным продюсером Альбертом Колтоном. Завтра вечером состоится премьера моего дебютного фильма «Миссия Нова». Мы с коллегами решили сделать подарок нашим фанатам. И на премьеру может попасть каждый. За небольшую сумму, конечно же. Фильм обещает быть революцией в плане сценария, а также визуальных эффектов. Также сегодня на премьере будет присутствовать наш репортер Томас Миллер. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, жители солнечного побережья. С вами Томас Миллер. Я нахожусь на премьере нового фильма «Миссия Нова». Передо мной находится режиссер и сценарист Филадельф Томпсон. И сейчас мы возьмем у него интервью. Добрый вечер, Филадельф. Привет, Томас. Я хотел бы вас спросить несколько вещей. Но сначала я поблагодарю вас за замечательный Извините, фильм. Филадельф, извините. Я ваша самая преданная фанатка. Можно ваш автограф? Конечно, да. Как вас зовут? Алина. Алина. Что-то там. Хорошо. Спасибо большое. Вот, пожалуйста. Спасибо. Конечно. Да, конечно. Я продолжу. Я в восторге от вашего фильма. Так же, как и фанаты, как вы видите. Они восхищаются, но многие спрашивают, работали вы над этим фильмом один? Или вам кто-то помогал? И сложно ли это было? Конечно, это хороший вопрос. Как вы понимаете, я работал один. Как я почитал, 172 дня напролет, каждую ночь, приходя из магазина, в котором я тогда работал, я там подрабатывал. Я писал. Всю ночь писал и писал. И, конечно, писал до того момента, как свершилась моя мечта. Мой фильм наконец-то вышел. Это лучший день моей жизни. И, конечно, да, были люди, которые хотели мне помешать. Но, к счастью, все закончилось хорошо для меня. Сейчас я могу показать вам бумаги. Вот. Здесь можете посмотреть. Все записано. Вы скажите, пожалуйста, кто такой Джейден Форд? Кто вы сказали? Что? Я не понимаю. Это я. Здравствуйте. Здравствуйте, я Джейден Форд. И я один из сценаристов фильма. И я написал почти весь сценарий. Неужели? Так вы, получается, напарники? Нет, это Да, ошибка. именно так. На этой радостной ноте мы заканчиваем наш репортаж. И сегодня я находился на вечерней премьере фильма «Миссия Нова». А со мной был Филадельф Томпсон и... Джейден Форд. А с вами, как всегда, Томас Миллер. Дальше по программе прогноз погоды на неделю. Удачи, до скорых встреч. Что ж, Джейден,
Не ожидал тебя тут увидеть. Что тебе надо? Деньги? Слава? Я тебе дам все. Только не говори, что это ты был сценаристом. Ничего, ничего, Фил. Я ничего от тебя не хочу. Как так? Ну, моего появления, мне кажется, уже достаточно в твоей карьере. Знаешь что? Фильм твой. Да, полностью твой. Ну почему? Ах, знаешь что? До того, как тебя выгнали с академии, я писал очень плохо. Я брал очень большой пример с тебя. Ты писал интересно, с юмором. А у меня не получалось. Если бы не ты, я, наверное, не научился бы всему этому. Так что этот фильм будет твоим. Хорошо? Ладно. Удачного вечера. Пока. Джейден. Из-за тебя меня исключили. Ты подменил те кассеты. Да. Че ты смотришь на меня, свинячья морда? Ну уходи отсюда, не порти мне виды. Люди, помогите. Вы же знаете меня, я же снял этот фильм. Вот мое имя. Пожалуйста, помогите. Итак, счастливый обладатель заветного номера получит сегодня немалый денежный приз – $9 миллионов. А кто же это будет, мы узнаем по телефонному звонку в прямой эфир от победителя. Итак, внимание, числа 01, 02, 03, 04, 42 и 44. Мы надеемся, что Я выиграл. счастливчик, который выиграл, смотрит прямой Я эфир прямо выиграл! сейчас.